что такие деньги можно вернуть, взыскать здесь, проблемы могут быть, но несущественные. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить на тему нечистых брокеров, лжеброкеров, черных брокеров. Я тут выписал название фальшивых брокеров, которые обманывают вас. Скорее всего, если вы смотрите это видео, то уже произошло. Уже вы хотели вывести свои деньги с личного кабинета, уже вам сказали, что вам нужно заплатить страховку, налог и еще какие-то иные платежи для того, чтобы вывести свои деньги. Поэтому предысторию, как это бывает, я рассказывать не буду. Что же делать в вашем случае? Значит, первое. Вам нужно понять, что, скорее всего, личный кабинет, который перед вами нарисован, это просто сайт с картинками, который не имеет никакого отношения к настоящей бирже. Но это ничего не значит, что у вас там, точнее, вас, конечно, обманули, ввели в заблуждение, но их фейковый сайт, левый сайт, да, скажем по-русски, не означает, что эти ваши деньги нельзя вернуть. То есть, смотрите, как у нас это работает. Вы сделали кому-то перевод. Если это перевод на счет организации, это хорошо. Эти деньги можно вернуть, так называемый chargeback к вашим услугам. То есть мы пишем в банк корреспондент, ваш банк, через который вы отправляли деньги, в котором мы объясняем ситуацию, что мы перечислили деньги, эти необоснованное обогащение для получателя, нам услуга не оказана, просим вернуть эти деньги. А вам услуга реально не оказана, потому что, я просто уверен, там 99% этих брокеров это левые сайты. То есть, да, может быть, вы там торговали, акции какие-то вам там показывали, что у вас идет прибыль, но вы-то покупали доступ к реальной бирже. Вы хотели реальные инвестиции, а не просто картинки. Поэтому чарджбэк вам подойдет. Сейчас брокеры, если они более черные, чем первый вариант, они просят вас перевести деньги на какую-то карту, может быть, на Kiwi кошелек. И обычно юристы скажут вам, что нет, такие деньги вернуть нельзя. С чем я готов поспорить, точнее даже доказать обратное, что такие деньги можно вернуть, взыскать здесь, проблемы могут быть, но несущественные. То есть смотрите, вы не можете отправить деньги просто в никуда. Обязательно тот счет, куда вы отправляете, он кому-то принадлежит. Либо это физическое лицо, либо это организация. И вот вы всегда можете взыскать с физического лица, которому вы перевели деньги, потому что он не может обосновать, за что он их получил. Да, вы не знаете данные, у вас там просто номер счета. Я сейчас объясню, как здесь нужно делать. То есть смотрите, вы пишете в свой банк, что там полгода назад, месяц назад, может быть вчера, вы перевели деньги по такому-то счету, этот перевод ошибочный, и вы просите вернуть данные. Вам банк вернуть денежные средства. Вам ваш банк отвечает, что, к сожалению, мы не можем вернуть вам деньги может только получатель, предоставить данные получателя мы тоже не имеем права. Вроде бы замкнутый круг. Но так действительно и есть. Банк не имеет права предоставлять вам персональные данные получателя. Поэтому вы подаете иск в суд на свой банк, то есть пишите, что иск в суд об истребовании доказательств. То есть в этом иске вы пишете в шаблонах, в интернете много, можете ко мне обращаться, писать в WhatsApp, Telegram, желательно Telegram, я помогу вам с этим. То есть в своем иске вы должны указать, что вами был совершен перевод неизвестному лицу, этот перевод является необоснованным обогащением для получателя, данные вы не знаете, но их знает банк. И поэтому вы просите суд истребовать у банка эти данные, фамилии вам для подачи иска, потом на лицо, которому вы перевели деньги, нужно фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес регистрации, чтобы подать иск в тот суд, где он зарегистрирован. И банк по запросу суда, либо по запросу следственных органов, про заявление в полицию я тоже скажу чуть позже, нам обязательно его нужно будет писать, он в суду сообщает эти сведения, и, соответственно, вам. Все, с этими сведениями вы уже подаете обычный иск, либо это будет даже судебный приказ в упрощенном порядке. Опять же, тоже сейчас, чтобы не углубляться, просто рассказываю схему. Обращайтесь, я все скину, это все мы сделать вам поможем. Значит, вы уже подаете иск в суд на получателя. Скорее всего, кто этот получатель? Это дроп. На языке мошенников это дроп. То
То есть человек, на которого просто взяли, оформили дебетовую карту, попросили попользоваться, закинули ему там несколько тысяч рублей, и он даже не знает вообще, что там ходили какие-то деньги. Тем не менее, это его уже проблемы. Этот человек ответственный перед вами, он должен вам ровно ту сумму, которую получил. Если он не сможет обосновать, за что он ее получил. Опять же, он не сможет и не сможет обосновать никто, даже брокер, потому что вы платили за доступ к реальной бирже и торговлю настоящими акциями, а не картинками. Дальше. Вы идете писать заявление в полицию. Это обязательно нужно, потому что в этом случае мошенников можно найти. Вам скажут в полиции, либо еще кто-то, что это гражданское дело. Вы перевели деньги там компании, хотите отказаться от их услуг, то просто подавайте в обычный суд. Я вам скажу так, что нет, это именно уголовное дело, это именно мошенничество, потому что вас обманули по причинам, которые я сказал до этого. Вы покупали доступ и уверены были до последнего, что это реальная биржа, реальные акции, а не просто картинки. Если вы просто сравните свои данные по своим акциям, их прибыль, прирост, она будет реально отличаться от того, что действительно происходит на бирже. Вот, поэтому что сказать, мои дорогие друзья, не надо думать, что деньги ушли, как бы они зависли, не факт, что они вернутся, тем не менее шансы есть. Но и бросать их тоже глупо. Я знаю много ситуаций, где люди пострадали не своими деньгами, а им еще сказали взять кредит. Ну, по типу, вы у нас все равно много заработаете, чем вы рискуете? Возьмите кредит в банке, закройте его досрочно, у вас еще останутся деньги. И многие, даже мои близкие тоже, повелись на это. Поэтому, дорогие друзья, вот в принципе алгоритм действий. Вам нужно подать на взыскание необоснованного обогащения, если это физлицо, получатель, там, Kiwi кошелек, неважно, это все физлица. Если это организация, делайте чарджбэк. Чарджбэк банки делают неохотно, но они обязаны это делать. Как только вы получаете отказ, знаете, вы должны жаловаться в вышестоящую инстанцию. В вашем случае это Центробанк. Если переводили на счет юридического лица, здесь вообще не должно быть проблем взыскать эти деньги. Подписывайтесь на канал, обращайтесь, ставьте лайки. До свидания, дорогие мои друзья.